Хочу представить моего собеседника. Это Алина Евтушенко, директор нашей американской компании USky Tech. Мне очень приятно иметь такую честь оказаться здесь с вами. Это очень было важное и невероятное событие в моей жизни. Начать развивать эту компанию здесь, в Америке. Я уверена, что еще через несколько лет по этой конструкции, по этой дороге инновационной будет ехать наш транспорт, ваш транспорт, Анатолий Эдуардович. Ну и наш, потому что ты уже тоже причастна. Да. Я не ассоциирую только со мной. Без команды отрасль не создать. А здесь же очень много составных элементов. Это технология отраслеобразующая. Мы делаем не просто машины, как, допустим, Генри Форд или там Илон Маск, Тесла, да, электромобиль. У нас тоже электромобиль на стальных колесах, но нам нужно, чтобы он поехал принципиально новая дорога, рельсострунная, предварительно напряженная, которых нет в мире, кроме наших тестовых трасс, которые мы построили в Беларуси и в Эмиратах. Нам нужно создать инфраструктуру второго уровня, станции, вокзалы, терминалы грузовые, да, следующие переводы. Нам надо создать автоматическую систему управления для высокоскоростного движения, энергообеспечение, связь и много чего другого. В голове, конечно, не укладывается масштаб. Это даже не просто проект, это огромный шаг, который нужно совершить. Во-первых, мы его провоцируем, но это шаг, который, в принципе, должна совершить Америка для того, чтобы открыться этой транспортной инфраструктуре, которая может, в принципе, изменить облик Америки и мира. Как изменил автомобиль. Посмотри, как он изменил весь мир, да? Так по возможностям, по нише, которую займет строительный транспорт в экономике мировой, это транспорт USky, он даже может большую роль сыграть, чем автомобиль. Давайте обсудим, как мы будем это делать. Для того, чтобы эта отрасль состоялась, а в данном случае я говорю о высоких скоростях движения, это больше 300 км в час, 300, 500, 600 км в час. Мы должны показать, продемонстрировать все элементы этого транспортно-инфраструктурного комплекса. Если хоть один элемент мы не сделаем, то комплекса не будет. Так? При этом не просто показать, не просто спроектировать, а изготовить. Значит, должны быть соответствующее производство. Да, потом исследовать, испытать, значит, должны быть соответствующие исследовательские кадры, научные кадры, да? Чтобы понять, что плохо, что хорошо, как совершенствовать, развивать. Потом все это сертифицировать. Какое-то время провести в эксплуатации, в тестовых испытаниях, чтобы потом уже выйти на рынок и этот продукт станут покупать. Да. Разные виды инфраструктурных продуктов, которые мы можем предлагать. После того, как мы протестируем и покажем, мы можем продукты, в принципе, создавать разные. И большие, и маленькие, они масштабируемы. Мне кажется, что элемент масштабируемости здесь очень важен. Да, но для того, чтобы получить скорость 500 км в час, надо тестовая трасса длиной 25 км. Надо 10 км разгоняться, 10 км тормозить и 5 км ехать со скоростью 500 км в час. Поэтому, если у нас не будет такой трассы, как мы можем показать это? С помощью компьютерной графики? Или как? Расчета? Конечно, нужно... Но расчеты не заменяют эксперимент. Они никогда не заменят. Мы ищем землю для того, чтобы построить этот элемент комплекс. Один к одному. Дорога не просто дорога. Там должна быть еще базовая площадка, где мы станции построим, систему управления создадим, где элементы инфраструктуры, даже другую урбанистику покажем, линейные города, потому что так же, как автомобиль изменил Америку, она стала, одноэтажная, есть такое выражение, Америка, то мы можем показать пешеходную Америку, когда все города, линейные города, будут пешеходными, а транспорт будет наверху. И они будут экологически чистыми и безопасными. Да? Значит, элементы этого надо тоже показать здесь же. Да? Поэтому здесь много еще таких будет инфраструктурных элементов. Вообще надо показать и производство элементов, и подвижного состава
Да, это не будет крупный завод, но, как и, допустим, в Беларуси мы сделали завод для выпуска опытных образцов техники, так и здесь это тоже на этой площадке должно быть. Поэтому нам надо вот где-то 200 гектаров земли, причем это суммарно. И полоска узкая, там 10-20 метров шириной, длиной 25 километров, где будет как раз тестовая трасса. Ну да, это одна из самых таких интересных задач, которая сейчас перед нами стоит, это найти участок земли и согласовать его использование. Причем, естественно, он не должен быть слишком дорогим и не должен быть в сложных условиях. Но зачем нам, допустим, идти по лесу и делать просеку? Может, лучше по пустыне пройти? Мы можем и по лесу зачем пройти, нам но по горам это идти и делать это в удорожает. Петросдорожье? Может, мы по ровной местности пройдем, да? И вот есть такие вот участки земли, они могут быть и федеральные, или, может быть, какому-то штату принадлежат, а могут быть и частными. И тоже найти такие участки, провести переговоры. И возможный вариант, когда владелец земли войдет как инвестор с землей в проект. И тоже получит долю вот в этой технологии. А бизнес этот, ниша, по самым скромным подсчетам, это не меньше $1 триллиона. Это по самым скромным подсчетам. Как только это очень станет серьезный бизнес. инфраструктурой, там уже во-первых, она будет действительно конкурировать с грузоперевозками на больших расстояниях. Нет, она не будет, она помогать Она может будет. ее Она потенциально больше помогает. заменить. То есть мы не взамен чего-то, а в дополнение, как мобильная связь появилась в дополнение к проводной связи. И то есть. Понимаешь? Поэтому это не прямая конкуренция, это помощь тем системам, которые... То есть каждый займет свою нишу. Как только эффективность будет очевидна, я Так думаю, это будет. что... Как железная дорога наша появилась, и гужевой транспорт не ушел, лошади-то остались. Но они заняли свою нишу. Зачем лошадью на 1000 километров что-то перевозить, когда есть железная дорога? Так и здесь. Поэтому тот транспорт, который есть, он никуда не уйдет. А просто будет та ниша, которая для него приемлема, и будет новая ниша создана, как мобильная связь, мобильный телефон дал новую нишу. Благодаря чему? Потому что я могу его носить с собой. Я не могу провод таскать с собой. А он позволяет положить в карман. То есть эта связь, уже другого рода связь. Так и у нас. Транспорт, это другая ниша. Транспорт второго уровня. Да, я хочу просто отметить, что американская компания называется USkyTech, и даже у нее очень короткое, на самом деле, название, очень короткий сайт usky.tech, которая отчасти даже рифмуется с такой технологической и стартаперской активностью в Америке. И мы немножечко выходим в это поле, потому что, в принципе, в Америке мы развиваем направление высокоскоростное, которое до этого... Мы не смогли развить, да. Которое до этого уже было разработано, но под него не нашлось такой земли. Нет, он не совсем был разработан, частично было, Да. потому что это тоже, чтобы полностью разработать, нужны деньги. Да. Да? Не протестировано, мы хотим Нет, его... не только. Для того, чтобы спроектировать, надо привязать все это к конкретному участку земли. И эту проектную работу мы не можем сделать, потому что нет этого участка земли. Ведь чем отличается, допустим, инфраструктура наша от других инфраструктур транспортных? Надо каждую опору поставить с учетом прочности грунтов, с определенным расстоянием, определенной высоты, чтобы профиль был продольное движение и так далее. Да? На определенной высоте построить станцию, а это же анкерные опоры, которые испытывают горизонтальной нагрузкой в 1000 тонн. Так ее надо привязать к конкретной местности, конкретным грунтам. Саму путевую структуру, она же преднапряженная, надо привязать к климатическим условиям, температурой максимальной, которой бывает раз в 100 лет, допустим, там плюс 60, и которая бывает самой низкой раз в 100 лет, допустим, минус 10 градусов Цельсия, да, и тоже Фаренгейт, но я привык в Цельсия. И вот на этот диапазон температур надо и проектировать. Поэтому под эти ветра, которые в этой зоне, иначе, а тут торнадо. У нас же в Беларуси нет торнадо, и в Эмиратах так, а здесь и есть, поэтому уже надо под эти нагрузки ветровые и так далее. Эту работу надо привязывать к конкретному зоне климатической, понимаете?
И поэтому уже там, где вот будет участок земли, там мы к этому и привяжем, и покажем, что мы потом можем аналогичные вещи строить в любой другой климатической зоне. Ну, по поводу остальных транспортных решений и комплексов, которые уже частично или полностью реализованы в других странах, американская компания сможет ли как-то их представлять, продавать? Безусловно. Потому что здесь, естественно, возникнет и потребность, и желание у американских потребителей, Да. возможно, в тех решениях, которые уже показаны в Безусловно. Дубае. Вот эти городское направление, грузовое направление, где скорости там, до 150 км в час, и разного типа, там, навесные системы, подвесные системы, непрерывное действие, как, допустим, Юнитранс. То есть у нас много решений, и они реализованы и показаны на тестовых трассах и в инновационных центрах в Белоруссии, в экотехнопарке Тамарина Горка, и в Объединенных Арабских Эмиратах в Шарже. Это, естественно, разработано за другие деньги, разработано с участием других инвесторов, и они, естественно, вот той технологией владеют все. Да? Это не SkyTech. Но SkyTech может быть продавцом этих технологий здесь на территории Америки, то есть агентом по продажам вот этих того, все, что сделано, и любой заказчик может убедиться, приехать, допустим, в Эмираты, увидеть работающую систему, сертифицированную, и заказать здесь. Ну да, то есть мы с Uscovery работаем вместе по предложению, по предложению проектов, которые можно, в принципе, начинать строить. Даже мы в Атланте находимся, вот даже тут идея возникла, причем не наша, а тут уже появились у нас партнеры, которые работают в университете местном. Они говорят, у нас же проблема связать два кампуса. Так, пожалуйста, мы можем сейчас начать переговоры с университетом, что давайте мы построим нам дорогу, который решит внутри университетские логистические проблемы. Да? И таких проблем в каждом городе есть, в каждой крупной компании. Все-таки население Соединенных Штатов достаточно большое, 360 миллионов человек, территория огромная, поэтому этих проектов могут быть тысячи. Очень разнообразный ландшафт, конечно, разный климат, разные... И грузовые, здесь же тоже индустрия есть, поэтому надо и уголь возить, и руду возить, и строительные материалы, и промышленную продукцию. Поэтому чисто грузовых трасс здесь тоже достаточно много можно построить. И для этого нужны заказчики, мы их ищем, и можно опираться на те решения, которые сделаны вот в Беларуси. Ну, то есть SkyTech приходит в Америку отчасти вместе с Uscovery. Да, это Uscovery тоже маркетинг-компания, она не владеет технологией, но она тоже продвигает, и поэтому создала здесь дочернюю компанию, чтобы продвигать на этом рынке. Надо иметь местную компанию. Ну, поэтому у SkyTech несколько задач основных. Создать высокоскоростное направление. Для этого нужно привлечь новые инвестиции, новых инвесторов здесь, на это направление. И реализовать то, что уже сделано на других площадках, но это тоже нужно Америке. Поэтому будет как и разработчик, одна функция, а вторая функция как агент по представлению, продаже вот того, что мы сделали за рубежом, ну, по отношению к Соединенным Штатам Америки за рубежом. И я здесь как генеральный конструктор, то есть я в данном случае конструктор, инженер и ученый, да. И то, что мы сделали, это же, наверное, без меня не было бы сделано. Во-первых, идеи, решения мои, я-то все там создавал, руководил и руковожу до сих пор. Америка все-таки отличается. Здесь другой инвестиционный климат, так, и здесь другая исторически, как реализовывать технологии. Тут мы можем видеть, как именно в США прорывные отрасли создавались, вот, транспортно-инфраструктурные, как железные дороги в XIX веке, как в XX веке автомобилестроение, автомобильные дороги, вертолетостроение, тоже Сикорское, тоже русский, так, и самолетостроение. Боинг создал. Так это все здесь было сделано, в Америке. И поэтому, опираясь на те вот исторические аналогии, можно создать очень крупный бизнес здесь, в Америке, основанный на вот как раз высокоскоростных перевозках, поэтому и в этом Соединенные Штаты Америки очень нуждаются. Огромная территория, и нет скоростных дорог.
но даже как-то странно. Есть во Франции скоростные дороги, в Испании есть, в Германии, в Китае, в Японии, а в США нету. Так вот, не надо бежать за остальным миром, а можно делать то, чего нет у них, и то, что лучше, чем у них. И вот мы можем это предложить Америке. Общество сейчас очень насыщено технологиями, которые связаны непосредственно с компьютерами, и это большая проблема. И мы сталкиваемся с тем, что инфраструктурные проекты люди воспринимают как нечто слишком массивное. И я предлагаю эту стену пробить вот, и начать, наконец, новую эру, в которой мы понимаем, что развиваются не только компьютерные технологии, информационные, но и инфраструктурные, потому что нам действительно нужно передвигаться. И издержки по передвижению, издержки, которые мы... транспортные, на самом деле, издержки экономические, они огромные. То есть ты хочешь сказать, что давайте Америку сделаем снова великой? Ну, по сути так. Я так хочу вот, сказать, те же компьютерщики и давайте прочие. сделаем ее транспортной, Нет, снова транспортной великой, державой. как она была в 19-20 веке за счет транспортных технологий. Так вот, те айтишники или люди сейчас занимаются цифрой, вот это интернет, все прочее, они забывают, что это все существует, потому что есть дороги, которые построены до них, есть автомобили, которые кто-то производит, есть электростанции, где я работаю, есть провода, по которым электричество пришло и так далее. Если это убрать, то ваш компьютер, ваш iPhone и ваш интернет просто исчезнет. Поэтому все на самом деле держится в современном мире на инфраструктуре. И это, я-то как инженер понимаю, и тем более инженер путей сообщения. Но если кто-то не понимает, ну, вот на самом деле не наша проблема, а его проблема. Так? Так вот, государственники, они есть в Америке, эти вещи понимают. И надо развивать государство, а не какие-то частные мелкие технологии, чтобы просто кто-то на этом заработал деньги. Потому что инфраструктура завязана на общегосударственные проблемы и на экономику. И поэтому, сделав здесь в это направление, его потом можно масштабировать на весь мир. Тем более, что Америка, на самом деле, государство иммигрантов, поэтому тогда мне кажется, что... Будут в Японии бегать не Синкансен поезда, и не поезда на магнитной подушке, ну, через некоторое время, а Вискай транспорт высокоскоростной, который будет более дешевый, более безопасный, более экономичный, более зеленый. И также в Германии будет, и во Франции, и в Испании, где есть скоростные дороги, а в США нет. Но сейчас мы с вами в Атланте, наша такая первая точка. Как вы думаете, где мы будем находиться через 2-3 года? Знает. Я не знаю, но я думаю, что точка приложения должна быть ближе к тому участку земли, где мы это все начнем строить, потому что строить в тысячах километрах, это неправильно. Это как если построить базу на Луне и туда летать и что-то там делать. Это и безумно дорого, и долго, и сложно. Не нужно это делать. И в Минске, в Беларуси, например, у нас инженерная школа находится в Минске, а тестовые трассы в 60 километрах. Это логистика простая, и то даже это усложняет, потому что 60 километров тоже. Иногда, чтобы решить какую-то проблему, надо туда, обратно, так смотришь, и день прошел. Поэтому центральный офис надо делать близко там, где будет у нас этот инновационный центр создан, то есть там, где будет земля. В пустыне, значит, будем в пустыне. В горах, значит, будем в горах. Кстати, все это начинается с тетрадочек, потому что все мои решения я рисую. Одно из них, допустим, таких тетрадочках. Да, это выглядит, конечно, потрясающе. Это не то, что ноу-хау, одно. Мы это обязательно возьмем для нашего, для мерча для нашего. Одного из узлов. Один из узлов. Не самый главный, но тем не менее. Так вот, за годы своей изобретательской деятельности я, наверное, таких исчертил сотни тетрадок. Я хочу сказать про команду, потому что все-таки проект большой, и пока что наша команда маленькая, но... Это и есть команда. Вообще-то у меня за плечами команда, где больше 1000 инженеров. Да. И я с этой командой уже взаимодействую. И спасибо вам огромное. Действительно, люди очень интересные, профессиональные.
Вот, иногда просто наслаждение слышать со стороны, как вы обсуждаете какие-то детали проекта инженерные. С конструкторами. Ну да, я здесь же тоже руководить инженерами. И люди с огромным рвением, как я слышу, обсуждают разные варианты. Вот, и вы действительно выбираете самый лучший, самый действенный вариант. И это вызывает некоторую зависть, то, что люди, в принципе, занимаются тем, что им нравится, тем, что у них хорошо получается, и то, что это не просто, опять же, компьютерные технологии, а то, что это действительно инженерные разработки настоящие. Хотя мы тоже используем искусственный интеллект, и все эти цифровые вещи, это тоже естественно, потому что у нас же автоматизированная система управления, где свой искусственный интеллект. Угу. Но он на службу людям поставлен, конечно. Спасибо. Спасибо.